Всем привет! Итак, остров Лангкави. Хотя, если правильно, то Лангкави — это целый архипелаг из 100 островов, широко известный благодаря самому большому — Пулау Лангкави. Это очень популярный в Малайзии курорт для пляжного отдыха, что-то вроде Черноморского побережья у нас в России. Но помимо пляжей, здесь есть несколько интересных мест, на знакомство с которыми у меня было 2 полных дня. Про поле для гольфа в тропическом лесу на берегу океана я уже рассказал в отдельном видео. А еще на острове меня привлекло следующее. Горный район Датаи с фуникулером на вершину и небесным мостом. Центральный город Куах с гигантским орлом на площади и башней Маха. Ночной аттракцион Dream Forest в самом центре острова. Самая высокая горная вершина острова Гунун Края с забористым серпантином по пути наверх. Ну и все же были мысли хотя бы пару раз окунуться в море. И вот 24 декабря после гольфа я поехал в Oriental Village, в переводе «Восточная деревня». Это что-то вроде парка с кучей заведений и развлечений, в котором находится и фуникулер на гору, и небесный мост, и небесная прогулка. А по пути туда еще заскочил искупаться на песчаный пляж Черепов в районе Датаи на северном берегу. Но там пришлось быть крайне осторожным. Обезьяны могли стащить вещи, а остаться без ключей от модика мне никак не хотелось. Сам видел, как они там у одного мужика чуть рюкзак не утащили. Успели спасти соседей, загорающие метрах в 10 от места преступления. Так что я быстро освежился, высох и помчал до восточной деревни. Вот только совсем забыл, что уже на носу было Рождество. Короче, немножко охранил здесь сеть очередей, захотел купить онлайн-билет, но онлайн сегодня уже купить нельзя, SkyCap, то, что я хотел взять. Поэтому взял на завтра. В общем, завтра сюда приеду еще раз. Сегодня просто получается. Просто погуляю. На следующий день, 25 декабря, очередь оказалась в разы больше. И даже с VIP-билетом на фуникулер без очередей мне пришлось отстоять в очереди из таких же випов полчаса, чтобы уехать наверх. Промежуточная остановка – площадка на высоте 650 метров с очень классными видами на архипелаг и море, а также на горные склоны с северной стороны, с небесным мостом над ними, кстати. И здесь же находится прогулка «Орлиное гнездо». Мостик длиной 38 метров с прозрачным полом. Туда, правда, нужен отдельный билет. Но меня как-то эти прозрачные полы не цепляют, а вот на красивые виды я подзавис. Затем поехал дальше на верхнюю станцию. Это высота 708 метров. И там классная панорама во все стороны от вершины. Даже виден уже один из островов Таиланда. Кстати, в парке запрещено использовать дроны. Но ветер там был настолько бодрый, что я бы не рискнул взлететь в любом случае. С верхней станции можно добраться и до небесного моста. Обычно к нему можно доехать на канатке, но в этот день она не работала, так что пришлось прогуляться по горам пешком. Skybridge – довольно интересная конструкция. Это подвесной мост в виде дуги и всего лишь с одним опорным пилоном. Он был открыт в 2004 году и стал самым длинным изогнутым подвесным мостом в мире. Его длина 128 метров, а расстояние до Земли в его самой высокой точке 55 метров. Небесный мост – чисто туристическое место и одно из самых популярных на Лангкави, в чем я лично убедился. Трафик был как летом в Питере на Невском. Но вернемся в 24 декабря. После неудачного захода за билетами я поехал в Куах, основной город Лангкави. Точнее, единственный, с соответствующей городской инфраструктурой и населением под 50 тысяч.
Остальное либо поселки, перетекающие один в другой, либо туристические кластеры с отелями. Кстати, единственный международный аэропорт на острове находится как раз ближе к туристическим зонам, совсем рядом с пляжем Ченанг и довольно далеко от города. А вот туристические паромы из материковой Малайзии приходят как раз в городской порт Куах. Я же переправился на остров вместе с Мотиком на одном из паромов Ро-Ро. Это паромы для перевозки грузов на колесной базе. Они приходят в отдельный порт между Ченангом и Куахом. Так вот, Куах – это не туристический город, хотя пара мест меня там привлекла. И прежде всего площадь Орла. Это главная площадь города и символ острова. Лангкави с малайского так и переводится – остров Орла. Она находится на берегу рядом с городским портом и сделана в виде звезды с видом на море. А в сердце звезды огромная статуя орла. В общем, вроде ничего особенного, но must visit для туристов на Лангкави. А в паре километров от площади, также на берегу, находится Маха Тауэр. 138-метровая стальная конструкция, чем-то немного напоминающая Эйфелеву башню. Там есть смотровая на высоте 103 метра, с которой шикарно виден аквапарк по соседству, залив с кучей мелких островков, уже упомянутая площадь Орла, ну и сам город в целом. То ли из-за времени посещения, я там был в разгар дня, то ли из-за не самого гуманного ценника, но я оказался на смотровой почти один. В общем, отличное место, но я бы рекомендовал туда подняться не днем, а вечером, чтобы застать шикарнейший вид на залив, залитый лучами заходящего солнца на самом закате. После пищи духовной я озадачился обычной едой и забрел в ресторан йеменской кухни. Казалось неожиданно остро и вкусно. Еще побродил немного по центральным улочкам и... Изначально я думал забраться на Гунун-Края к закату, но еще по пути на гольф с утра почувствовал, что мод ведет себя не так, как должен. И чем дальше, тем яснее становился факт, что есть проблема. В поворотах чувствовалась нестабильность, было ощущение, что зад мотика куда-то заваливается, как если бы спускало заднее колесо. Так что я поехал в сторону отеля, попутно ища что-то вроде мотосервиса или заправки с воздухом. В итоге заехал к каким-то парням, ремонтирующим скутеры. Они сначала отбрыкивались от моего большого мотоцикла, но давление проверили. И бинго! Заднее колесо было уже почти на нуле, хотя внешне и выглядело норм. Подкачали, и точно, поведение мотика вернулось в норму. Ехать куда-то дальше желание уже пропало. Я не понимал, что случилось с колесом, и надо было списаться с арендодателем, чтобы согласовать возможные действия. Так что добрался до отеля, и отель-то у меня был на самом берегу моря, с выходом из номера прямо на небольшой пляж. Надо же было все-таки в море нормально поплавать. А на следующее утро после гольфа и Oriental Village я еще раз заехал к тем же парням. Колесо все же спускало, а арендатор сказал, чтобы я заехал в любой шиномонтаж. Парни не были готовы снимать колесо с моего большого мотоцикла, но все-таки нашли проблему в виде ловко спрятавшегося гвоздика в самом центре покрышки внутри протектора. И пока они чинили колесо, я воспользовался соседней прачечной, чтобы перестирать всю свою одежду. Все-таки духота в Малайзии делала свое потное дело. После починки мото я решил прокатиться вокруг острова. Потолкался в пробках в районе пляжа Ченанг, потом зажег по серпантину вдоль южного берега острова и заодно там поснимал дроном. Проехал сквозь Куах
и вернулся к отелю по дороге с восточной стороны Гунун-края. Еще разок искупался в море, поймал за ужином шикарный закат и уже в темноте поехал в Dream Forest Лангкави. Концептуально и потенциально очень крутое место. Это аттракцион, проходящий только в темное время суток. Основа – прогулка через ночной, по-особому подсвеченный лес, со световыми представлениями по пути и визуальным погружением в легенды острова. Но вот в плане организации, такое. Сначала купленный онлайн билет нужно было получить в бумажном виде в кассе с очередью, а сам процесс экскурсии – это прогулка в толпе с перерывами на видеосекции с качеством картинки где-то из конца 90-х. Хотя была парочка необычных и красивых решений в самом лесу. Spent hours admiring her reflection. Mesmerizing voice of Mambang-Sari, our fairy princess. Now, follow Matteja's journey in search of Mambang-Sari. Matteja searched everywhere for Mambang-Sari. The world of fairies is invisible to the eyes of a mortal man. Night, sweet dreams. Следующим утром, 26 декабря, у меня был паром обратно на материк. Но я решил все же заехать по пути на гору Гунун-края. По моим расчетам, я как раз успевал это сделать, если к восходу солнца уже добраться до вершины горы. Туда идет узкий и очень извилистый серпантин, но полностью асфальтированный. Дорога по качеству оказалась так себе, но виды класс. Начиная с того, что ближе к вершине я уже порой ехал сквозь облачность, и заканчивая действительно прекрасными видами на остров с самой высокой его точки.